Представь, что ты стоишь на краю. Не на краю обрыва над морем. Не на краю Вселенной. На краю того, что вообще может существовать по законам физики. Ты сжимаешь в ладони песчинку, мельчайшую. Такую, что ее почти не видно. А теперь вообрази. Эта песчинка весит как 10 миллиардов солнц. Бред. Конечно же, бред. Но именно с таким парадоксом мы столкнемся прямо сейчас. Закрой глаза. Вдохни. Воздух, который попал в твои легкие, состоит из атомов, рожденных внутри древних звезд. Эти звезды давно мертвы. Их взорвало еще до того, как Земля сформировалась. Но есть кое-что пострашнее мертвых звезд. Есть пустота, которая движется. Есть структуры, которые не должны существовать. И одна из них висит прямо над твоей головой. В созвездиях, которые называют Геркулес и Северная Корона, ты ее не видишь. Никто не видит. Но астрономы наткнулись на нее в 2013 году. И с тех пор спорят. Одни говорят, это величайший объект во Вселенной. Других трясет от страха. Если это правда, то все, что мы знали о космосе – ошибка. Самое невероятное скрыто дальше. Чтобы пролететь сквозь этот объект от края до края, лучу света потребуется 10 миллиардов лет. Прослушай это еще раз медленно. 10 миллиардов лет. Свет, который летит быстрее всего во Вселенной, тратит 10 миллиардов лет на пересечение одного единственного объекта. Для сравнения, нашу галактику, Млечный Путь, он пересекает за 100 тысяч лет. То есть эта штука в 100 тысяч раз больше нашего дома. Теперь подумай, если вся наша галактика – это песчинка, то это стена размером с футбольный стадион. Но как такое вообще возможно? Вот здесь и начинается настоящая история. История о том, как наука нашла монстра, который не влезает в ее собственные чертежи. Чтобы понять шок, надо сперва понять правила игры. В космологии есть одна идея. Называется она космологический принцип. Звучит уныло. Как инструкция к пылесосу. Или как таблица умножения, которую все выучили, но никто не любит. Но не обманывайся, эта идея – краеугольный камень всего нашего понимания Вселенной. Если ты его вынешь, рухнет все здание. От большого взрыва до темной энергии. От возраста Вселенной до того, почему звезды вообще зажглись. Суть принципа проста до безобразия. Если взять Вселенную и посмотреть на нее с очень большой высоты, с самого огромного масштаба, какой только можно вообразить, то она будет выглядеть одинаково во всех направлениях и из любой точки. Словно ты летишь на самолете над океаном, внизу есть волны, есть рябь, есть штормы. Но если подняться на 10 километров, океан становится гладким зеркалом. Однородным. Ты не видишь разницы между Атлантикой и Тихим океаном. Вот космологический принцип утверждает, что Вселенная – это такой же гладкий океан. Только вместо воды – галактики. И вместо волн – скопление галактик. Нет особых мест. Нет привилегированных точек. Нет структур, которые были бы уникальными. Звучит как философия, правда? Как будто ученые просто решили быть скромными. Но нет. Это родилось из боли, из унижений, из долгой истории, в которой природа снова и снова доказывала человеку, что он не центр мира. Сначала люди думали: Земля – плоский диск. Все вращается вокруг нее. Потом греки поняли: Земля – шар. Но шар в центре. Небо вертится вокруг Земли. Эта картина держалась 1500 лет. Потом пришел Коперник, он сказал: нет, не Земля в центре, Солнце в центре, а Земля просто одна из планет. Это был первый удар. Люди плевались. Церковь бесновалась, но данные говорили свое. Потом Галилей навел телескоп на небо, увидел спутники Юпитера, увидел фазы Венеры, увидел, что Млечный Путь состоит из звезд. Ему пришлось публично отречься от своих слов. Но правда осталась. Земля не центр. Потом пришли астрономы 19 века. Они измерили расстояние до звезд и выяснили, что Солнце не всего лишь одна звезда из сотен миллиардов. Наша галактика оказалась песчинкой среди других галактик. Каждый раз мы отступали. Каждый раз оказывалось, что наш дом меньше, чем мы думали. Наша роль скромнее. Наша уникальность – просто плод воображения. Космологический принцип стал последним гвоздем в крышку этого гроба. Он сказал: не просто мы не в центре, мы в совершенно обычном, ничем не примечательном месте. Если взять любую случайную точку во Вселенной,
Она будет выглядеть точно так же, как наша. Те же законы. Та же плотность галактик. Те же типы звезд. И знаешь, что самое интересное? Это работает. Альберт Эйнштейн, когда в 1915 году закончил свою общую теорию относительности, попытался применить ее ко всей Вселенной. Он обнаружил, что уравнения предсказывают: Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Это ему не понравилось. Эйнштейн, как и все тогда, верил в вечную и неизменную Вселенную. Он ввел в уравнение дополнительный член – космологическую постоянную. Искусственную заглушку, чтобы остановить движение. А потом пришел Александр Фридман, советский физик, математик, который работал в Петрограде. Он решил уравнение Эйнштейна честно, без заглушек. И получил, что Вселенная не может быть статичной. Она обязательно расширяется. Сначала Эйнштейн назвал расчеты Фридмана подозрительными, а потом, через несколько лет, признал: да, он был прав. Вселенная расширяется. И модели Фридмана стали основой космологии. Что важно, в этих моделях материя распределена равномерно. Нет гигантских дыр, нет чудовищных скоплений. Все гладко. Позже, в середине 20 века, это подтвердили наблюдения. Реликтовое излучение, тот самый свет, который остался от Большого взрыва, приходит к нам со всех сторон одинаково, с точностью до 0,01 доли градуса. Если бы Вселенная была неоднородной на больших масштабах, реликтовое излучение выглядело бы иначе – пятнами, полосами. Но нет, оно почти идеально ровное. Это стало триумфом космологического принципа. Но здесь есть подвох. Важный, опасный. Ученые давно знали, что Вселенная не идеально гладкая. Есть галактики, есть скопления галактик, есть нити и пустоты. Все это – рябь на поверхности океана. Вопрос в том, насколько большой может быть эта рябь, где проходит граница, после которой неоднородности сглаживаются. В 70-х и 80-х годах прошлого века астрономы начали составлять первые карты Вселенной и обнаружили, что галактики не разбросаны хаотично. Они собираются в стены, в нити, в узлы. В 1989 году открыли Великую стену ЦФА-2. Протяженность 750 миллионов световых лет. Это был шок. До этого никто не верил, что структуры могут быть такими большими. Но космологический принцип устоял. 750 миллионов – это много, но если подняться еще выше, неоднородность должна исчезнуть. В 2003 году открыли Великую стену Слоуна. 1,5 миллиарда световых лет, еще больше. Но снова уложилась в лимит. Потом была Великая стена Геркулеса, 600 миллионов, то есть даже меньше, чем стена Слоуна. Все эти гиганты, при всей их чудовищной величине, все еще считались допустимыми. Они были рябью, которая не ломает общую картину. Теоретики прикинули. Предел однородности – где-то 300-400 миллионов световых лет. Ну, максимум миллиард. Если взять кусок Вселенной больше этого размера, любые неровности сгладятся. Плотность материи будет везде плюс-минус одинаковой. Это был потолок. Правило, которое нельзя было нарушить. И тут появляется группа венгерских и американских астрономов. Они занимались гамма-всплесками. Что это такое? Вообрази звезду, которая весит в 30-40 раз больше Солнца. Она доживает свой век, ее ядро коллапсирует в черную дыру. В этот момент из полюсов вырываются два узких луча чистой энергии. Они летят почти со скоростью света. За несколько секунд такой луч высвобождает энергии больше, чем Солнце выделит за все свое существование. Это гамма-всплеск. Их видно с невероятно далеких расстояний, через половину Вселенной, через 2/3, через 10 миллиардов световых лет. Именно поэтому они идеальные маркеры. Ты стоишь в темной комнате, кто-то чиркает спичками. Ты не видишь стен, не видишь пола, но по вспышкам понимаешь, где чиркают чаще, а где реже. Гамма-всплески – это такие спички. Венгерские астрономы под руководством Иштвана Хорвата взяли каталог всех зарегистрированных гамма-всплесков, несколько тысяч событий, и начали смотреть, распределены ли они по небу равномерно, как предсказывает космологический принцип. Они ожидали, что всплески будут разбросаны случайно, как белый шум, как муравьи на листе бумаги. Но компьютер выдал нечто иное. В той области неба, где находятся созвездия Геркулеса и Северной Короны на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет от Земли, всплесков оказалось аномально много.
Это было похоже на то, как если бы в темной комнате 90% спичек чиркнули в одном углу. Вероятность случайного возникновения такой аномалии меньше 1/100000. В науке это считается железобетонным доказательством. Здесь все становится страннее. Гамма-всплески происходят там, где рождаются звезды, а звезды рождаются в галактиках. Значит, если в каком-то участке неба аномально много гамма-всплесков на одинаковом расстоянии, это означает одно. Там находится аномально много галактик. Все они собрались в одном месте, в одной структуре. Размер этой структуры, которую назвали Великой Стеной Геркулеса, Северной Короны, превышает 10 миллиардов световых лет. Это в 20 раз больше, чем сверхскопление Ланиакея, в котором мы живем. Это в 10 раз больше теоретического предела однородности. Это 10% диаметра всей наблюдаемой Вселенной. Один объект, одна структура, одна стена, и она занимает 1/10 часть всего, что мы вообще способны увидеть. Космологический принцип дал трещину. И вопрос теперь не в том, существует ли эта стена. Вопрос в том, что делать с наукой, которая построена на принципе, нарушенном самым первым же крупным объектом за пределами дозволенного. А впереди еще более страшное открытие. Оказалось, что эта стена не единственная и не самая странная, но об этом чуть позже. Итак, у нас есть стена. 10 миллиардов световых лет, от края до края. 10% видимой Вселенной. Тысячи, а скорее всего миллионы галактик, спрессованных в одну структуру. Вопрос номер 1. Как она там оказалась? Звучит наивно, но за этой наивностью скрывается пропасть, потому что стандартная физика не дает ответа. Она вообще запрещает такое. Давай разберемся почему. Вселенная родилась примерно 13,8 миллиарда лет назад. Это не просто число из учебника. Это наш секундомер. Это ограничение. Если Вселенной 13,5 миллиардов лет, то ни один объект не может быть старше. И ни одно событие не могло длиться дольше этого срока. Но проблема не в возрасте стены. Проблема в том, как она выросла. Ты печешь хлеб. Замесил тесто. Оно однородное, без комочков. Ставишь в печь. Начинается подъем. Где-то тесто поднимается быстрее, где-то медленнее. Появляются поры. Появляются неровности. Вселенная после Большого взрыва была именно такой. Почти идеально гладкое тесто. И гравитация начала замешивать в нем комки. Галактики – это комки. Скопление галактик – это большие комки. Сверхскопление – еще больше. Но у этого процесса есть скорость. Гравитация работает не мгновенно. Она распространяется со скоростью света. Гравитационное влияние одного объекта на другой может дойти не быстрее, чем луч света преодолеет расстояние между ними. Это называется горизонт причинности. Смысл прост. Если два объекта находятся дальше друг от друга, чем свет мог пройти за время жизни Вселенной, они никогда не взаимодействовали. Они даже не знают о существовании друг друга. Возьмем нашу структуру. Ее длина – 10 миллиардов световых лет. Возраст Вселенной на момент, когда свет от стены отправился в путешествие к нам, составлял около 3-4 миллиардов лет. Как можно собрать структуру длиной в 10 миллиардов световых лет за 4 миллиарда лет, если гравитация идет со скоростью света? Это как если бы ты попытался построить мост длиной в 1000 километров за один день, передвигая детали со скоростью пешехода. К тому моменту, когда дотащишь один конец, на другом конце уже наступит старость. Физики называют это проблемой горизонта. Стена Геркулеса, Северной Короны, нарушает причинность. Ее края не могли знать друг о друге. У них не было времени обменяться гравитационными сигналами. Но при этом они как-то организовались в единую структуру. Это первый удар по стандартной модели. Второй удар – инфляция. В первые доли секунды после Большого взрыва Вселенная пережила чудовищное расширение. За время меньшее, чем 1 триллионной доли секунды, пространство раздулось из размера атома до размера футбольного мяча. А по некоторым оценкам и гораздо сильнее. У инфляции есть побочный эффект. Она сглаживает все. Любые неровности, любые комочки, любые неоднородности, существовавшие до инфляции, растягиваются до невероятных размеров и становятся плоскими, как поверхность шара, который надувают все сильнее. То есть инфляция должна была уничтожить любые зародыши гигантских структур, а мы видим гигантскую структуру. Возникает подозрение: либо инфляции не было, либо она работала не так, как мы думаем. Либо сцена – это не структура, а оптическая иллюзия. Ученые очень хотели бы,
чтобы это оказалось иллюзией. Потому что если стена реальна, последствия будут катастрофическими. Ты много лет строил дом. Заложил фундамент, возвел стены, провел электричество. А потом кто-то приходит и говорит: знаешь, кирпичи, из которых ты сделал фундамент, на самом деле не существуют. Они нарушают законы физики. Твой дом рухнет. Вот такой дом – современная космология. Все, что мы знаем о Большом взрыве, о расширении Вселенной, о темной материи и темной энергии, о формировании галактик, все это базируется на предположении, что Вселенная на больших масштабах однородна. Если это предположение неверно, придется переписывать учебники. От корки до корки. Но давай будем честными. Может быть, мы просто ошиблись в измерениях? Может быть, стена кажется гигантской из-за искажения перспективы? Ты смотришь на лес через мутное стекло. Деревья за толстыми пятнами кажутся дальше, чем они есть. А деревья за чистыми участками ближе. Ты получишь искаженную картинку. Наши телескопы – такое же мутное стекло. Мы смотрим сквозь газ и пыль нашей же галактики, сквозь искажения, вызванные гравитацией, сквозь ограничения приборов. Может быть, Великая Стена – просто артефакт, ошибка статистики. Авторы открытия проверили это. Вероятность случайной аномалии менее 1/1000000. Если подбросить монетку 10 тысяч раз, вероятность того, что она 10 тысяч раз упадет орлом вверх, примерно такая же. Практически 0. Но наукой это не игра в монетку. Ученые обязаны сомневаться, и многие засомневались. Одни сказали: выборка гамма-всплесков слишком мала, всего несколько тысяч за десятилетие, может быть, и с большими данными аномалия исчезнет. Другие сказали: гамма-всплески плохо подходят для таких карт. Мы не знаем точных расстояний. Ошибки могут создать иллюзию структуры. Третьи заявили, что методология Хорвата в корне неверна, спор разгорелся. Но потом случилось неожиданное. Независимые группы астрономов, используя другие методы, обнаружили другие гигантские структуры. В 2021 году нашли гигантскую дугу. Протяженность – 3 миллиарда 300 миллионов световых лет. Не 10, но все равно запредельно много. В том же году нашли гигантское кольцо. Диаметр – 1 миллиард 300 миллионов световых лет. И самое интересное – дуга и кольцо находятся в том же участке неба, что и Великая Стена. Это уже не похоже на случайность. Это похоже на систему. На сеть. Давай теперь просто сядем и подумаем. 10 миллиардов световых лет. Мы произносим это как скороговорку. Но давай разложим эти слова на атомы. Свет. Самая быстрая вещь во Вселенной. 300 тысяч километров в секунду. Если бы ты мог лететь с такой скоростью, то обогнул бы Землю по экватору в 8 раз. За 1 секунду. А теперь представь. Ты включаешь фонарик. И ждешь. Ждешь, когда луч коснется стены. Но стена так далеко, что луч идет к ней 10 миллиардов лет. За это время на Земле успели возникнуть и умереть динозавры. Появились люди. Построили цивилизации, забыли их. Написали книги, сожгли книги, научились летать. Вышли в космос, а луч все летел. И он все еще летит. Прямо сейчас. Вот что такое 10 миллиардов световых лет. Теперь вообрази размеры. Ближайшая звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 4 световых лет. Космический аппарат, запущенный в 70-х, только сейчас начинает выходить за пределы Солнечной системы. Диаметр нашей галактики – 100 тысяч световых лет. В ней от 200 до 400 миллиардов звезд. Каждая из этих звезд – Солнце. Возможно, с планетами. Возможно, с жизнью. Ближайшая крупная галактика – Андромеда. В 2,5 миллионах световых лет от нас. Сверхскопление Ланиакея, в котором мы живем, содержит 100 тысяч галактик и простирается на 520 миллионов световых лет. Это пылинка по сравнению со стеной. Стена в 20 раз больше Ланиакея. Если Ланиакея – песчинка, то сцена – валун. И этот валун составляет примерно 1/10 всего, что мы вообще можем увидеть. Вдумайся. Один объект – 10% видимой Вселенной. Ты можешь посмотреть в любую сторону. В среднем на каждый квадратный градус неба будет приходиться какое-то количество галактик. Но есть одно место, одно направление. Там галактик в разы больше, чем должно быть, потому что там висит стена. Это как если бы ты рассматривал пляж и вдруг заметил, что все камни собрались в одной куче. Не разбросаны ветром, не смыты водой, а именно собрались.
сами. Против всех законов энтропии. Вот почему ученые в панике. Не потому, что стена большая, а потому, что она нарушает базовый принцип термодинамики. Хаос должен нарастать. Беспорядок должен увеличиваться. А здесь порядок. Структура. Организация. На масштабах, где должна быть только гладкая каша. И здесь все становится совсем странно. Если стена реальна, если она действительно существует как единое образование, а не случайная проекция, то у нас есть только два варианта. Либо мы ошибаемся в возрасте Вселенной, либо мы ошибаемся в законах физики. Третьего не дано. Может быть, Вселенной не 13,5 миллиардов лет, может, она гораздо старше. Тогда у гравитации было больше времени, но против этого говорит множество независимых измерений. Возраст Вселенной выводится из скорости расширения, из состава звезд в древних шаровых скоплениях, из соотношения изотопов. Все методы дают один ответ – 13,8 миллиарда лет. Плюс-минус погрешность. Чтобы собрать структуру длиной в 10 миллиардов световых лет, Вселенной нужно быть как минимум в 2 раза старше. А это исключено. Значит, остается второй вариант. Мы ошибаемся в законах физики. Но это страшно. Законы физики работают. Здесь, на Земле, в Солнечной системе, в нашей галактике. Они предсказали черные дыры, гравитационные волны, реликтовое излучение. Все сбылось. И вдруг на масштабах в 10 миллиардов световых лет они дают сбой. Либо гравитация на таких расстояниях ведет себя иначе. Либо существует пятый вид взаимодействия, о котором мы не знаем. Либо распределение темной материи совсем не такое, как мы предполагали. Каждый шестой из этих возможностей открывает дверь в новую физику. Но есть третий вариант, самый неприятный. Может быть, стена – это просто совпадение. Несколько огромных скоплений галактик случайно выстроились в линию на одном расстоянии от нас. Мы смотрим и видим стену. А на самом деле это оптический обман. Авторы открытия признают, данных пока мало, нужны новые наблюдения. И тут происходит неожиданное. Другие инструменты приходят. В 2021 году британские астрономы объявляют об открытии гигантской дуги. 3 миллиарда 300 миллионов световых лет. Метод был иной. Не гамма-всплески, а квазары. Ярчайшие ядра галактик. И дуга находится в том же районе неба, что и стена. В том же году. Гигантское кольцо. Диаметр 1 миллиард 300 миллионов световых лет. Тоже там же. Это уже не похоже на совпадение. Это похоже на структуру второго порядка. Стену, которая состоит из дуг и колец. Если космологический принцип не просто нарушается, а в корне неверен, то Вселенная на больших масштабах не только неоднородна, но и обладает сложной иерархической структурой. Стены из стен, кольца из колец. Бесконечная матрешка. В 30-е годы голландский астроном Ян Хендрик Оорт предположил, что Вселенная фрактальна, то есть большие структуры похожи на маленькие. Галактики похожи на скопления галактик, скопления на сверхскопления и так до бесконечности. Долгое время эту идею отвергали. Наблюдения показывали, что на масштабах больше 300 миллионов световых лет фрактальность исчезает. Стена говорит, что это не так. Фрактальность возвращается на масштабах в миллиарды световых лет. Если это подтвердится, наше место во Вселенной изменится навсегда. Мы не пылинка в пустоте, мы часть стен и колец, паутины, которая пронизывает все пространство. И тогда возникает главный вопрос. Если Вселенная неоднородна, если есть места с большей плотностью и места с меньшей, то можем ли мы быть уверены, что наше место не особенное? Астрономы называют это принципом посредственности. Мы не особенные, но стена бросает вызов и этому принципу. Если структуры размером в 10% видимой Вселенной существуют, то где-то они есть, а где-то нет. Мы живем в области, где стены нет. На периферии, в относительно пустом месте. Это может быть случайностью, а может быть условием выживания. Подумай. Внутри таких стен высокая плотность галактик, а значит, высокая частота гамма-всплесков, столкновений, взрывов сверхновых радиации. Жизнь там может быть невозможна. Разум просто не успевает возникнуть. Его убивают космические катаклизмы еще в зародыше. Мы живем в пригороде космоса, в безопасной зоне, где тихо и спокойно. Мы выжили именно потому, что мы не в центре. Потому что вокруг нас пустота, а не стены. Осознание этого ломает мозг.
Ты смотришь на ночное небо, видишь звезды, не подозревая, что это окраина, задворки, трущобы Вселенной, а там глубоко, за 10 миллиардов световых лет бушует ад. Сталкиваются галактики, взрываются черные дыры, льются потоки гамма-излучения. И в этом аду, возможно, нет жизни. Мы одиноки не потому, что никого нет, а потому, что те, кто могли бы быть, погибли. Если вас завораживает космос, этот бесконечный, пугающий и прекрасный хаос, подпишитесь на канал, путешествие только начинается. Дальше будет самое сложное. Как родилась эта стена? Какой механизм позволил собрать 10 миллиардов световых лет материи в одно место? Ответ потребует заглянуть в самые первые мгновения после Большого взрыва, в эпоху, когда законы физики были другими, когда пространство расширялось быстрее света, и когда в этом хаосе зародились семена всего, что мы видим сегодня. И эти семена, возможно, были гигантскими с самого начала. Как вообще можно найти то, что не должно существовать? Стена в 10 миллиардов световых лет не светится, как город по ночам. Она не кричит, не посылает радиосигналов. Это просто область пространства, где галактик чуть больше, чем обычно. Чуть больше на фоне всей Вселенной. Тебе нужно найти одно рыжее дерево в лесу, где все деревья зеленые. Лес размером с Россию. Ты стоишь на краю, у тебя нет вертолета. Вот в такой ситуации оказались астрономы. Им помог случай. Или точнее, смерть. Гамма-всплески. Мы уже упоминали их вскользь. Теперь разберемся подробно. Потому что без них сцена осталась бы незамеченной навсегда. Гамма-всплеск. Самый мощный взрыв во Вселенной после самого Большого взрыва. Звезда тяжелее Солнца в 30-40 раз доживает свой век. В ее ядре заканчивается топливо. Гравитация побеждает давление, ядро коллапсирует. Внутренности падают внутрь со скоростью десятки тысяч километров в секунду. Образуется черная дыра. В этот момент из полюсов умирающей звезды вырываются два узких луча. Релятивистские джеты. Они летят почти со скоростью света и несут энергию, равную тому, что Солнце выделит за 10 миллиардов лет своей жизни. Все это происходит за несколько секунд, иногда за несколько минут. За эти секунды гамма-всплеск светит ярче, чем все остальные звезды и галактики во Вселенной вместе взятые. Вот почему их можно увидеть с расстояния в 10-12 миллиардов световых лет. Они пробивают тьму, как прожекторы. Для астрономов гамма-всплески – идеальные маркеры. Как спички в темной комнате. Ты не видишь стены пола. Но если спичек много и они черкают неравномерно, а сгустками, ты понимаешь. В том месте, где сгусток, есть что-то. Структура. Именно это сделали венгерские и американские астрономы под руководством Иштвана Хорвата. Они взяли каталог всех гамма-всплесков, зарегистрированных за годы наблюдений, несколько тысяч событий, и начали наносить их на карту неба. Учитывая не только направление, но и расстояние. Красное смещение. Скорость удаления галактик. Если космологический принцип верен, гамма-всплески должны быть разбросаны равномерно. Где-то их чуть больше, где-то чуть меньше. Но в целом случайно. Компьютер выдал другое. На расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет в области неба, которая соответствует созвездиям Геркулеса и Северной Короны, гамма-всплесков оказалось аномально много. Статистически значимый избыток. Группировка. Дуга. Вероятность случайности менее 1/100000. В науке это считается открытием. Но почему гамма-всплески вообще коррелируют с галактиками? Длинные гамма-всплески возникают при гибели массивных звезд, а массивные звезды рождаются только там, где идет активное звездообразование. В галактиках. Чем больше галактик в регионе, тем больше в нем массивных звезд, и тем чаще они взрываются. Значит, избыток гамма-всплесков в регионе означает избыток галактик. Структура, которую увидел Хорват, состояла не из всплесков. Она состояла из галактик. Всплески были просто индикаторами, фонариками, которые зажглись на мгновение и указали путь. И путь этот привел к чудовищу – 10 миллиардов световых лет. Вот что увидели Хорват и его команда. Они назвали это Великой Стеной Геркулеса – Северной Короны. Но тут же начались споры. Критики сказали – выборка слишком мала. Всего несколько тысяч гамма-всплесков за десятилетия. Этого недостаточно. Другие добавили – расстояния измеряются с ошибками. Красное смещение – штука капризная. Систематические ошибки могут создать ложную структуру. Третьи указали на зоны обзора. Спутники видят не все небо равномерно. Хорват и его команда ответили. Они провели тщательный анализ всех источников ошибок.
Аномалия остается. Она реальна. Но споры не утихли. Стена слишком велика, слишком невозможна. Легче поверить в ошибку измерения, чем в то, что законы физики неверны. И тут случилось неожиданное. Гигантская дуга, гигантское кольцо. Другие методы, другие инструменты, другие исследователи. И все в том же районе неба. Стена перестала быть одинокой аномалией. Она стала частью системы, частью структуры второго порядка, может быть, частью чего-то еще большего. Мы до сих пор не знаем, что это. Мы знаем только, что гамма-всплески нас не обманули. Спички в темноте указали верное направление. Теперь мы подошли к самому сложному. Не потому, что здесь много формул, их не будет, а потому, что физика вступает в конфликт со здравым смыслом. Стена длиной в 10 миллиардов световых лет существует. Мы это зафиксировали. Вопрос. Как она успела вырасти? Вселенной 13,8 миллиарда лет. Это ограничение. Тюремная стена, за которую нельзя выйти. Ни один объект не может быть старше Вселенной. Никакое событие не могло длиться дольше. Но проблема не в возрасте стены. Она молодая. Мы смотрим на нее в том состоянии, в котором она была, когда Вселенной было всего 3-4 миллиарда лет. Проблема в том, как за 4 миллиарда лет собрать структуру длиной в 10 миллиардов световых лет. Ты строитель. Тебе нужно возвести стену длиной в 10 километров за 4 часа. Ты можешь передвигать кирпичи только со скоростью 1 километр в час. Пока дотащишь кирпич на один конец, на другом конце уже все рассыплется от старости. Невозможно. В физике это называется горизонт причинности. Сигналы, любые, не могут двигаться быстрее скорости света. Гравитация, электромагнетизм, информация – все упирается в этот потолок. Если два объекта находятся дальше друг от друга, чем свет мог пройти за время жизни Вселенной, они никогда не взаимодействовали. Они даже не знают о существовании друг друга. Расстояние между противоположными краями стены – 10 миллиардов световых лет. Свет проходит это расстояние за 10 миллиардов лет. Возраст Вселенной, на момент, когда мы видим стену, 3-4 миллиарда лет. За 4 миллиарда лет свет мог пройти максимум 4 миллиарда световых лет, 10 больше 4. Края стены никогда не обменивались сигналами, никакими, даже гравитационными. Они находятся за пределами горизонта причинности друг для друга. Как тогда они узнали, что должны собраться в одну структуру? Как они скоординировали свое существование? Как миллионы галактик на расстоянии в 10 миллиардов световых лет договорились образовать единую стену? Это как если бы два человека, которые никогда не встречались, одновременно решили построить один и тот же дом в разных концах Земли и построили бы абсолютно одинаковые дома до последнего кирпича. Невозможно. Но сцена существует, значит, наша логика где-то дает сбой. Есть 3 варианта. Первый. Мы неправильно измерили расстояние до стены. Может быть, она гораздо ближе. Тогда горизонт причинности не нарушается. Но измерения расстояний по красному смещению проверены на миллионах галактик. Ошибиться в 10 раз почти невозможно. Второй. Возраст Вселенной больше, чем мы думаем. Может быть, 25 миллиардов лет. Тогда у гравитации было достаточно времени. Но возраст Вселенной выводится из скорости расширения. Ее измеряют разными способами. Все методы дают один ответ. Плюс-минус погрешность. Третий. Стена – не единая структура. Это проекция. Несколько скоплений галактик случайно выстроились в линию. Авторы открытия признают, такой вариант возможен. Но если это иллюзия, то она очень устойчивая. Другие методы подтверждают ту же аномалию. И здесь физики начинают нервничать. Остается 4-й вариант, самый страшный. Наша теория гравитации неверна. На больших масштабах, в миллиарды световых лет, она работает не так, как предсказывал Эйнштейн. Может быть, гравитация не ослабевает с расстоянием так быстро. Может быть, на космологических дистанциях появляется дополнительная сила. Эти идеи уже существуют. Теории модифицированной гравитации. Но у них свои проблемы. Они плохо работают в масштабах Солнечной системы. И все же, если стена реальна, если горизонт причинности нарушен, наша физика не полна. Мы не понимаем пространство, не понимаем время, не понимаем, как из хаоса рождается порядок. Стена – только вершина айсберга. Прежде чем мы отправимся в самое начало времен, давай на минуту остановимся.
Мы говорим о стене так, будто ее существование – доказанный факт. Но наука требует сомнений. Сыграем в адвоката дьявола. Первое. Выборка гамма-всплесков слишком мала. Всего несколько тысяч событий за десятилетия. При малом количестве данных легко увидеть узор там, где его нет, как когда смотришь на облака и видишь дракона. Второе. Гамма-всплески распределены неравномерно не потому, что есть стена, а потому, что их трудно наблюдать. Наша галактика закрывает часть неба. Спутники видят одни участки лучше, другие хуже. Третье. Расстояния до гамма-всплесков измеряются с ошибками. Для далеких объектов ошибки могут достигать десятков процентов. Четвертое. Даже если аномалия реальна, это не обязательно стена. Может быть, это несколько скоплений, случайно выстроившихся в линию. И самое главное – космологический принцип. Не догма, а рабочий инструмент. Он доказал свою силу. Выбросить его из-за одной аномалии – все равно, что выбросить теорию эволюции из-за одной странной окаменелости. Может быть, стена – исключение. Может быть, предел однородности не 300 миллионов световых лет, а 10 миллиардов. Тогда Вселенная становится гладкой только на таких масштабах. Но тогда возникает другая проблема. Если предел однородности 10 миллиардов световых лет, а диаметр наблюдаемой Вселенной 93 миллиарда, то мы видим только около 9 таких клеток. Этого слишком мало для проверки принципа. Мы как муравьи на гигантском бильярдном столе. Исследуем 1 квадратный сантиметр и пытаемся понять форму всего стола. Тогда космологический принцип становится не фальсифицируемым, не научным. Но есть более интересная возможность. Что если стена не исключение? Что если таких структур много? Что если Вселенная фрактальна на всех масштабах? В 30-х годах эту идею выдвинул Ян Хендрик Оорт. Потом ее отвергли. Теперь стена говорит, что она возвращается. Если это правда, мы стоим на пороге новой космологии. Космологии, где Вселенная бесконечно сложна. Где нет предела. Где каждый новый масштаб открывает новые структуры. Мы не пылинка в пустоте. Мы часть бесконечной сети. И, возможно, эта сеть обладает свойствами, о которых мы не догадываемся. Может быть, она вибрирует. Может быть, передает информацию. Может быть, через нее взаимодействуют далекие уголки космоса, нарушая горизонт причинности. Стена. Не просто стена. Может быть, это окно. Окно в физику, которую мы еще не открыли. Стена не исчезнет, если закрыть глаза. Она висит там, в созвездиях Геркулеса и Северной Короны. 10 миллиардов световых лет от нас. И ждет, когда мы будем готовы понять. А готовность начинается с одного вопроса. Как родилась эта стена? Ответ лежит в самых первых мгновениях после Большого взрыва. В эпоху, когда пространство было гладким, как поверхность новорожденного озера. Когда не было ни звезд, ни галактик, ни стен, была только энергия. И квантовые флуктуации, микроскопические дрожания ткани реальности. Именно эти дрожания стали семенами всего, что мы видим сегодня. Чтобы понять стены, нужно вернуться в самое начало. Не в начало письменной истории, не в начало жизни на Земле. В начало всего, 13,8 миллиарда лет назад. Вселенной еще нет. Нет пространства, нет времени, нет материи, нет даже законов физики. Есть только сингулярность. Точка. Бесконечно малый объем. Бесконечно высокая плотность. Мы не знаем, что было до этого момента. И никогда не узнаем. Законы физики работают только после Большого взрыва. А потом случилось расширение. Не взрыв, в привычном смысле. Не было центра, из которого материя разлеталась в пустоту. Пустоты не было вообще. Расширялось само пространство, ты рисуешь точки на воздушном шарике. Потом надуваешь его, точки разбегаются, не потому что движутся, а потому что растягивается резина. Вот так расширялась Вселенная. В первые мгновения это растяжение было безумным. Период называется инфляция. Он длился невообразимо мало. От 10 в минус 36 степени секунды до 10 в минус 32. Но за это время пространство расширилось в огромное количество раз. По разным оценкам, в 10 в 26 степени. Единица с 26 нулями. Атом водорода мгновенно раздувается до размеров наблюдаемой Вселенной. А потом еще в миллион раз. Вот такова инфляция. У нее есть важнейшее следствие. Любые неровности, существовавшие до инфляции, были растянуты и сглажены. Как складки на ткани, если ее сильно натянуть. Поэтому после инфляции Вселенная стала почти идеально гладкой. Почти.
Остались микроскопические дрожания, квантовые флуктуации. Мир на самом малом уровне не статичен. Даже в абсолютной пустоте постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы. Это не метафора, это физика. Пространство кипит этими призрачными рождениями и смертями. Во время инфляции эти микроскопические пузырьки были растянуты вместе с пространством. Флуктуация размером в 1 миллиардную долю миллиардной доли сантиметра раздулась до размера, сравнимого с расстоянием между галактиками. Там, где флуктуация создала чуть большую плотность, появилась чуть большая гравитация. Туда начала стекаться материя. Там, где плотность была чуть меньше, материя утекала. Так микроскопические квантовые колебания стали семенами всех будущих структур. Галактик, скоплений, стен, пустот. Все, что ты видишь вокруг, началось как квантовая флуктуация в первые доли секунды после Большого взрыва. Это звучит как поэзия. Но это физика. Проблема в том, что размеры этих семян ограничены. Теория инфляции предсказывает мелких флуктуаций больше, крупных меньше. Самые крупные должны быть очень слабыми. Они не могут вырасти в огромные структуры. Но не стены размером в 10 миллиардов световых лет. Для такой стены нужно начальное возмущение, которое теория инфляции не предсказывает. Возникает подозрение. Либо инфляция была не такой, как мы думаем, либо стена сформировалась не из первичных флуктуаций. Есть идея. Что если инфляция была неравномерной? Где-то быстрее, где-то медленнее. Тогда квантовые флуктуации могли получить дополнительную подкачку. Некоторые из них выросли намного сильнее, стали суперсеменами. Эта гипотеза называется локальной вариацией инфляционного поля. Ты печешь блины. Тесто растекается. Обычно блин ровный. Но если сковородка неровная, где-то горячая, где-то холоднее, блин застывает скомками. Вселенная – такой блин. Неровности сковородки – локальные вариации. Если сковородка неровная, комки получаются огромными. Именно такие комки мы, возможно, видим сегодня. Но есть другая идея. Темная материя. Ее в 5 раз больше, чем обычной. Она составляет 27% всей массы энергии Вселенной. Темная материя не светится, не греется. Ее нельзя увидеть. Но можно почувствовать по гравитации. Она начала собираться раньше обычной материи, потому что обычная материя после Большого взрыва была горячей плазмой. Фотоны сталкивались с электронами, не давая материи сжиматься. Темная материя холодная. Она начала падать в гравитационные ямы сразу. К тому времени, когда Вселенная остыла, каркас уже был построен. Темная материя создала сеть. Нити, узлы, пустоты. Обычная материя просто потекла по готовым руслам. И если темная материя умеет собираться в структуры, которые мы не можем предсказать, она могла создать и стену. Мы не можем это проверить. Мы не знаем природу темной материи. Не поймали ни одной ее частицы. Темная материя – тень. Мы видим, что она есть, но не видим, что она делает. А она, возможно, делает стены. Стена Геркулеса – не единственная странность. Есть еще 3 аномалии, которые не дают космологам спать. Первая – холодное пятно. На карте реликтового излучения древнего света от Большого взрыва можно заметить странную деталь. Большинство карты окрашено в ровные оттенки. Разница температур – 1 стотысячная градуса. Но есть одно место в созвездии Эридана. Пятно, которое холоднее окружающего фона на 7 стотысячных. Размер пятна около 5 градусов на небе, в 10 раз больше диаметра полной Луны. В световых годах почти 1 800 000 000. Астрономы долго не понимали, что его вызывает. Потом нашли вторую аномалию. Сверхвойд Эридана. Войд – область пространства, где почти нет галактик. Плотность в десятки раз ниже средней. Обычные войды имеют размер в 100-300 миллионов световых лет. Сверхвойд Эридана почти в 10 раз больше. 1 800 000 000. Практически пустое пространство. И он находится точно в том же направлении, что и холодное пятно. Совпадение? Нет. Физика. Свет реликтового излучения, проходя через пустоту, теряет энергию. Не потому, что его поглощают, а потому, что внутри войда пространство расширяется чуть быстрее. Расширение растягивает длину волны, делает свет холоднее, холодное пятно – тень сверхвойда. А сверхвойд – аномалия. Он слишком велик, как и сцена. Третья аномалия – самая загадочная. Ось зла.
Карта реликтового излучения должна быть одинаковой во всех направлениях, изотропной, но если присмотреться, флуктуации выстроены вдоль одной оси, как будто Вселенная имеет предпочтительное направление. Это нарушение назвали осью зла. Ось зла коррелирует с плоскостью Солнечной системы. Это странно. Солнечная система – крошечная песчинка. Она не может влиять на реликтовое излучение. Скорее всего, совпадение. Но есть другая возможность. Ось зла может быть связана с крупномасштабными структурами. Со стенами, войдами, дугами. Все эти аномалии могут быть частями одной картины. Представь Вселенную не как гладкий океан, а как гигантскую кристаллическую решетку. Узлы – скопление галактик. Ребра, нити, пустоты, войды. Такая решетка может иметь выделенные направления. Оси, плоскости симметрии. Ось зла может быть просто направлением, в котором решетка имеет наибольшую неоднородность. Это гипотеза. Но она объясняет сразу несколько аномалий. Стена, войд, дуга, кольцо, холодное пятно. Ось зла. Все они перестают быть исключениями, становятся закономерностями. Стена находится на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Мы видим ее в том состоянии, когда Вселенной было 3-4 миллиарда лет. Войд Эридана ближе. Холодное пятно еще ближе. Мы смотрим на разные эпохи. И везде аномалии. Это может означать, что крупномасштабная структура Вселенной не менялась. Она была заложена в первые мгновения после Большого взрыва. Значит, стена не выросла из маленького семени. Она была такой с рождения. Как структура размером в 10 миллиардов световых лет могла родиться в первые мгновения, когда сама Вселенная была меньше атома? Только одним способом. Если пространство в момент рождения было не трехмерным, если были дополнительные измерения, которые схлопнулись. Если стена – тень высшего измерения. Это уже физика струн. Теория, которую никто не доказал, но и не опроверг. Стена может быть мостом. Следом. Проекцией мы не знаем. Но знаем одно. Вселенная страннее, чем мы думали. Она полна гигантов, которые не должны существовать. Пустот, которых не должно быть. Оси, которые не должно существовать. Наука стоит на пороге. Либо мы найдем объяснение, и оно перевернет физику. Либо аномалии окажутся ошибками измерений. Давай на минуту забудем о стене. Представь, что мы не знаем об этой аномалии. Смотрим на Вселенную так, как смотрели астрономы в 90-х. Что мы видим? Галактики собираются в скопления. Скопления в сверхскопления. Между ними пустоты. Войды. Если соединить все сверхскопления линиями, получится сеть. Нити на сотни миллионов световых лет. Узлы, где нити пересекаются. Пустоты – ячейки сети. Это космическая паутина, каркас Вселенной. Советский физик Яков Зельдович предсказал ее в 60-х. Он назвал плоские структуры панкейками, блинами. Он сказал, материя будет собираться в стены. Потом стены будут пересекаться, образуя нити. Потом нити будут сплетаться в узлы. Прошло полвека. Компьютеры стали достаточно мощными, чтобы проверить теорию. Они подтвердили ее. Современные суперкомпьютеры моделируют эволюцию Вселенной от первых мгновений до наших дней. Запускают миллиарды виртуальных частиц. Следят за их движением под действием гравитации. Добавляют темную материю, газ, звездообразование. Итог – идеальная космическая паутина. Но есть одна проблема. Симуляции не создают стен длиной в 10 миллиардов световых лет. Максимальный размер структур – несколько сотен миллионов. От силы – миллиард. Почему? Симуляции ограничены исходными условиями. Они начинаются с карты первичных флуктуаций, той, что на реликтовом излучении. Флуктуации там очень маленькие. Даже самые крупные не могут вырасти в структуры размером больше миллиарда световых лет. Для роста нужна гравитация. Гравитация падает с расстоянием. Чем крупнее структура, тем слабее сила, которая пытается ее собрать. Стена говорит, что это не так. Либо гравитация на больших масштабах сильнее, чем мы думаем, либо есть дополнительный механизм. Первый вариант – модифицированная гравитация. Теории типа Монт предполагают, что на очень низких ускорениях гравитация ведет себя иначе. Не ослабевает так быстро. Проблема в том, что эти теории плохо работают на маленьких масштабах. В Солнечной системе дают не те предсказания. Второй вариант – темная материя. Что, если у нее есть свои темные силы? В стандартной модели она взаимодействует только через гравитацию. Но, если есть дополнительные взаимодействия, она может сжиматься гораздо сильнее. Создавать плотные нити и узлы. Третий вариант – симуляции
ошибаются. У суперкомпьютеров есть ограничения, они не могут смоделировать каждую частицу. Используют приближение. Может быть, эти приближения не работают на масштабах в 10 миллиардов световых лет. Четвертый вариант. Самый тревожный. Стена родилась такой. В первые мгновения после Большого взрыва, когда Вселенная была меньше атома, в ней уже были флуктуации размером в 10 миллиардов световых лет. Инфляция растянула квантовые флуктуации, обычно, до микроскопических размеров. Но если инфляция была неравномерной, некоторые флуктуации могли растянуться намного сильнее, до космических масштабов. Зародыш стены мог появиться в первые триллионные доли секунды. Не вырос, родился. Мы все время говорим о стене как о чем-то далеком, внешнем, не имеющем к нам отношения. Это ошибка. Стена и другие гигантские структуры влияют на нас. Прямо сейчас. Каждую секунду ты сидишь на стуле. Тебе кажется, что ты неподвижен. Но это иллюзия. Земля вращается вокруг оси. Ты мчишься со скоростью 1500 км в час. Земля вращается вокруг Солнца. Скорость 107 тысяч км в час. Солнце движется вокруг центра галактики. Скорость 850 тысяч км в час. А вся наша галактика, Млечный Путь, летит сквозь космос со скоростью более 2 миллионов километров в час. Нас кто-то тянет. В 70-х астрономы заметили странную вещь. Наша галактика и ее соседи движутся не только по инерции расширения. У них есть дополнительная скорость. Около 600 километров в секунду. Они летят в направлении созвездий, Центавра и Наугольника. Это что-то назвали Великим Аттрактором. Проблема в том, что аттрактор находится за плоскостью нашей галактики, в зоне избегания. Газ и пыль Млечного Пути закрывают обзор. Мы не можем его увидеть. Что же там? Массивное скопление галактик, норма, тысячи галактик, миллиарды звезд. Но даже его масса недостаточно. За скоплением норма скрывается сверхскопление Шепли, 2 десятка скоплений. Десятки тысяч галактик. Масса и в миллионы миллиардов раз больше солнечной. Вот что тянет нас. В 2017-м астрономы обнаружили дипольный отталкиватель. Область с аномально низкой плотностью. Гигантский войд. Он не притягивает, отталкивает. Внутри войда меньше материи, меньше гравитации. Галактики на границе чувствуют разницу. Их тянет наружу. Наша галактика одновременно чувствует притяжение аттрактора и отталкивание отталкивателя. Их суммарный эффект. Скорость 600 км в секунду. Мы летим, подчиняясь структурам, которые даже не можем разглядеть. Аттрактор – узел космической паутины. Сверхскопление Шепли – один из самых массивных узлов в локальной Вселенной. Стена Геркулеса – узел другого порядка, гораздо более крупный. Если бы мы находились рядом с ней, нас бы разорвало. Приливные силы размазали бы галактику по пространству. Но мы далеко. На периферии. И это спасение. Ланиакея, сверхскопление, в котором мы живем, имеет размер 520 миллионов световых лет. Стена в 20 раз больше. Если Ланиакея – деревня, то Стена – мегаполис. Мы – жители деревни. Не знаем, что происходит в мегаполисе, только видим его свет. Свет, который шел 10 миллиардов лет. Что там сейчас? Через 10 миллиардов лет эволюции мы не узнаем. Свет, который родится там сегодня, достигнет Земли через 10 миллиардов лет, когда Солнце погаснет, когда от человечества не останется следа. Мы смотрим на стену, как на фотографию умершей бабушки. Свет, который мы видим – призрак. Память о том, чего уже нет. Мы много говорили о величии стен, об их масштабах, тайнах. Но есть другая сторона. Стены – это не просто скопление галактик, это места, где постоянно происходят катастрофы. Гамма-всплески. За несколько секунд энергии больше, чем Солнце за все свое существование. Внутри стены плотность галактик в сотни раз выше. Гамма-всплески происходят постоянно. Почти каждый день. Каждый такой всплеск. Смертельный выстрел. Луч бьет на тысячи световых лет. Все живое уничтожает мгновенно. Если такой луч ударит в Землю, озоновый слой исчезнет за секунды. Океаны закипят от химических реакций. На Земле такие события случались. Ордовикско-силурийское вымирание 445 миллионов лет назад уничтожило 85% морских видов. Одна из гипотез – близкий гамма-всплеск. Повезло, что он был не слишком близко и не попал прямо в нас. Но внутри стены шансы попадания растут. Столкновение галактик. Звезды слишком далеки, чтобы столкнуться. Галактики проходят сквозь друг друга.
Но газ внутри сталкивается, газ нагревается до миллионов градусов, зажигает новые звезды, тысячи, миллионы. Среди новых звезд много массивных. А массивные звезды живут мало, десятки миллионов лет, и взрываются гамма-всплесками. Внутри стены, галактики сталкиваются постоянно. Не раз в миллиард лет, как у нас, а каждые несколько десятков миллионов лет. Сверхмассивные черные дыры. В центре каждой крупной галактики живет монстр. Когда две галактики сталкиваются, их черные дыры начинают танцевать. Кружат друг вокруг друга тысячи лет, сближаются, сливаются. Слияние сверхмассивных черных дыр. Самое мощное событие после Большого взрыва. В 2023-м астрономы зафиксировали гравитационно-волновой фон. Гул от тысяч сливающихся черных дыр. Большая часть этого гула рождается внутри сцен. Активные ядра галактик. Черная дыра просыпается, когда на нее падает газ. Вокруг формируется диск. Газ разогревается до миллионов градусов. Светит ярче, чем все звезды галактики. Это квазар. Квазар – это ад. Потоки радиации, джеты, ветры, которые выметают газ из галактики. Квазар может убить жизнь во всей галактике и в соседних. В ранней вселенной квазаров было особенно много. Стена Геркулеса в те времена была раскаленным адом. Без жизни. Без молекул. Все ионизировано. Все пылает. И сегодня внутри стены, вероятно, все еще опасно. Стена – зона смерти. Теперь вернемся к нам. Мы живем на периферии, в тихом пригороде. Наша галактика не сталкивалась ни с кем несколько миллиардов лет. Квазаров поблизости нет, гамма-всплески редки. Мы выжили потому, что мы не в стене, потому что наше место безопасное. Возможно, жизнь во Вселенной, возможно, только на окраинах, только в войдах, вдали от стен и узлов. Мы одиноки не потому, что никого нет, а потому, что те, кто живут внутри стен, умирают слишком быстро. Их цивилизации не успевают вырасти. Планеты стерилизуются радиацией. Звезды взрываются раньше, чем вокруг успевает возникнуть разум. Тишина космоса – не молчание. Кладбище. Надежд, которые не сбылись. Но есть другая возможность. Внутри стен жизнь существует, только она другая. Адаптировалась к радиации, спряталась глубоко под поверхностью планет, научилась выживать там, где мы погибли бы за секунды. И эти цивилизации, если они есть, смотрят на нас с завистью, видят нашу спокойную звездную ночь, наше чистое небо, нашу тишину и думают: вот рай. Мы живем в раю. И даже не замечаем этого. Стена. 10 миллиардов световых лет. Миллионы галактик. Триллионы звезд. И ты. Один человек на одной маленькой планете. На задворках космоса. Трудно не почувствовать себя ничтожным. Многие впадают в отчаяние: зачем мои проблемы, если есть стена? Зачем моя любовь, если галактики сталкиваются? Зачем моя жизнь, если Вселенная проживет еще триллионы лет? Понятная реакция, но неверная. Французский философ Блес Паскаль написал это в 17 веке, задолго до телескопов. Человек – всего лишь хрупкая тростинка, слабейшая из творений природы. Но эта тростинка мыслит. Не нужно всей Вселенной, чтобы его убить. Достаточно малейшего дуновения. Но пусть бы даже Вселенная и поколебалась, человек все равно возвышеннее, чем то, что его убивает. Потому что он знает, что умирает, и знает превосходство Вселенной над ним. А Вселенная этого не знает. Это ключ. Стена не знает о своем существовании. Галактики не знают, что они часть чего-то большего. Звезды не знают, что они горят. Черные дыры не знают, что поглощают. Только мы знаем. Мы – единственная известная форма материи, которая осознает себя. Может смотреть на небо и задавать вопросы. Может измерить стену. Может испугаться ее размеров. Может написать об этом текст. В этом наше величие. Не в силе, не в размерах. В способности познавать. Стена существует 10 миллиардов лет. Она существовала задолго до жизни на Земле. Будет существовать долго после того, как человечество исчезнет. Но только сейчас, в этот крошечный промежуток, на этой крошечной планете появились существа, которые посмотрели на стену и сказали: «Мы видим тебя». Мы дали стене имя, измерили. Поняли, что она невозможна, начали спорить. Стена стала реальной не тогда, когда сформировалась, а когда мы на нее посмотрели. В квантовой механике свойства частиц не существуют, пока их не измерят. Только акт наблюдения фиксирует реальность. В каком-то смысле то же самое с космосом. Вселенная не имела смысла, пока в ней не появился тот, кто может этот смысл воспринять. Галактики просто летали, звезды просто горели, стена просто висела.
И вот пришли мы. И все обрело смысл. Мы – глаза Вселенной. Ее уши, ее голос. Через нас космос познает сам себя. Через наши телескопы видит свои далекие уголки. Через наши мозги осознает свою сложность. Это не метафора. Буквальная истина. Атомы углерода в твоем теле рождены в недрах древних звезд. Железо в крови – продукт взрыва сверхновой. Кальций в костях – результат ядерных реакций. Ты – звездная пыль, которая вдруг научилась думать. И теперь эта пыль смотрит на небо и видит стену. Разве это не чудо? Да, мы малы, хрупкие. Наша цивилизация – миг на космических часах. Но мы – единственный миг, который знает о себе. Столетия назад мы не знали о других галактиках, думали, что Млечный Путь – вся Вселенная. А теперь измеряем структуры размером в 10 миллиардов световых лет. Что узнаем через 100 лет? Через 1000? Через миллион, если доживем? Возможно, найдем другие цивилизации. Поймем природу темной материи, научимся путешествовать между звездами, сами станем стенами. Но даже если нет, даже если исчезнем завтра, даже если от нас не останется ничего, мы уже сделали главное. Мы осознали космос, посмотрели на бесконечность и не отвернулись. Карл Саган сказал: «Мы – способ, которым космос познает сам себя». Он не шутил, не занимался поэзией, констатировал факт. Физика дала нам жизнь. Биология превратила жизнь в сознание, культура превратила сознание в знание, и знание возвращается к физике. Круг замкнулся. Стена не враг, не проблема, не угроза. Вызов нашему интеллекту, смелости, способности принимать невозможное. Мы справимся не потому, что сильные, а потому, что любопытные. Любопытство – главное оружие против космического безразличия. Оно заставляет смотреть туда, где ничего нет, и находить там стены. Задавать вопросы без ответов. И придумывать ответы. Чувствовать связь с тем, что за 10 миллиардов световых лет. И эта связь реальна. Давай вернемся туда, где мы начали. Край. Песчинка. Свет, который летит 10 миллиардов лет. Ты стоишь на этом краю. Не физическом, экзистенциальном. Перед тобой стена. Невозможная, невероятная, пугающая. Позади твоя жизнь. Заботы, радости, печали. Где-то посередине осознание того, что ты – часть Вселенной. Ее глаза, ее уши, ее голос. Мы прошли долгий путь. Узнали о космологическом принципе и его трещинах. Разобрались с гамма-всплесками, нырнули в инфляцию и квантовые флуктуации. Испугались великого аттрактора, поразились размером стены. А теперь в конце остался один вопрос. Зачем? Зачем все это знание, зачем страхи и восторги? Зачем смотреть на то, что тебя уничтожает? Ответ прост. Потому что мы можем. Мы – единственные известные существа во Вселенной, которые могут это сделать. Медведи не строят телескопы, дельфины не вычисляют красное смещение, только мы. Наша способность удивляться – суперсила. Способность задавать вопросы – оружие. Способность чувствовать связь с тем, что за 10 миллиардов световых лет – спасение. Стена не знает о нашем существовании. Для нее мы – ничто. Пыль на пыли. Но для нас она не ничто. Часть нашего мира, нашего знания, нашей истории. Мы включили стену в человеческий космос. Дали имя. Измерили. Поняли, что она невозможна. И не отвернулись. Это и есть триумф. Не победить Вселенную – это невозможно. А принять ее. Со всем величием и ужасом, со всеми стенами и войдами. Ты – результат эволюции длиной в 4 миллиарда лет. Твое тело – из атомов, рожденных в звездах, которые взорвались задолго до Солнца. Твой мозг – самый сложный объект в известной части Вселенной. И этот мозг сейчас обрабатывает информацию о стене. 10 миллиардов световых лет, миллионы галактик, невозможная структура. И ты понимаешь это. Не полностью. Но достаточно, чтобы почувствовать трепет. Этот трепет и есть смысл. Не в ответах, в вопросах, не в победах, в попытках, не в вечности, в мгновениях. Твоя жизнь коротка, невероятно коротка. Даже по сравнению с возрастом Земли. Но именно поэтому каждое мгновение драгоценно. Каждый закат, каждый смех, каждая слеза, каждая звездная ночь. Ты не будешь жить вечно. Цивилизация тоже. Земля когда-нибудь станет необитаемой, Солнце погаснет, Вселенная остынет. Но сейчас ты здесь.
дышишь, думаешь, чувствуешь и знаешь о стене. Это знание не сделает богаче, не продлит жизнь, но сделает глубже, потому что, зная о стене, ты знаешь о своем месте в космосе, не в центре, на периферии, в точке, откуда открывается вид. Вид на бесконечность. Вот почему мы снимаем такие фильмы. Не чтобы напугать, не чтобы заставить чувствовать ничтожество, а чтобы показать, ты часть чего-то грандиозного. И это что-то включает тебя. Ты не отделен от Вселенной, ты ее часть. Живая, мыслящая, чувствующая. Когда ты смотришь на звезды, Вселенная смотрит на себя. Когда задаешь вопрос, Вселенная спрашивает о своем существовании. Когда улыбаешься, Вселенная радуется. Возможно, это звучит пафосно, но это физика. Ты – локальное скопление атомов, которое на мгновение обрело самосознание. И это мгновение принадлежит только тебе. Никто не проживет твою жизнь за тебя. Никто не увидит твоими глазами. Ты уникален. Как уникальна стена, как уникален каждый миллиард галактик. Теперь, зная о стене, ты носишь в себе частицу космоса. Частицу, о которой предки не могли мечтать. Ты живешь в удивительное время. Когда человечество впервые увидело стены, когда старые принципы рушатся, когда ты можешь сидеть на диване и знать о 10% видимой Вселенной. Разве это не чудо? Прямо сейчас луч света от стены падает на твою сетчатку. Летел 10 миллиардов лет. Пересек пространство и время, прошел сквозь газ и пыль, проник в твою комнату. И вот он здесь. В твоих глазах. Ты видишь прошлое Вселенной, ее юность. Невозможную структуру, которая не должна существовать, но она существует. И ты существуешь. Оба – факт. Оба – реальность. Оба – чудо. Теперь закрой глаза. Представь темное небо, бесконечность, стены на миллиарды световых лет, войды, где ничего нет, нити космической паутины, соединяющие все со всем. А потом представь себя. Маленького, теплого, живого посреди этой бесконечности. Ты не потерян, ты дома. Вселенная – твой дом. Она родила тебя, вырастила, дала разум. И сейчас, узнав о стене, ты стал чуть ближе к пониманию этого дома. Не бойся масштабов, не бойся бесконечности, не бойся вопросов без ответов. Бойся только одного – перестать удивляться. Пока ты удивляешься, ты живешь. Путешествие закончено. Мы вернулись туда, откуда начали. На край. Но теперь этот край не пугает, он зовет. Спасибо, что был с нами. Спасибо, что смотришь на звезды. Спасибо, что ты есть. Доброй ночи.